Привет! Мод Marvel Spider-Man под авторством J16D наконец-то получил новую релизную 1.9 версию. С чем ожидавших я и поздравляю. Что нового появилось в моде, как это играется, а главное зачем, мы с вами сейчас узнаем. Но для начала, не все мои зрители вообще в курсе, что за модификация и почему она так популярна, и кто в это вообще играет. Так вот, анонсированный еще весной 2019 года мод про Человека-паука для GTA San Andreas является на моем канале неким основополагающим фактором, послужившим началом вектора развития моего канала. Поэтому я с большой любовью каждый раз рассказываю вам о новостях по поводу этого проекта, о релизных версиях и прочем стафе. Если вы не смотрели предыдущие 3 ролика, ссылочка на них находится в описании, и я рекомендую их глянуть не потому, что это мои ролики, и мне бы хотелось просмотров, а потому что совсем недавно Discord канал авторов мода был начисто подтерт одним кинувшим их модератором. И теперь вы там не найдете все эти материалы, что я показывал в прошлых видео. Ну а если короче, то мод Marvel Spider-Man для GTA San Andreas — это модификация, которая уже на протяжении пары лет разрабатывается автором с никнеймом J16D, который в тесном сотрудничестве с другими модерами по сей день работает над этим модом. Через модификацию автор попытался передать те ощущения, что игрок испытывает от полетов в одноименной игре 2018 года. Тем людям, что в игру по каким-то причинам поиграть не могут, попутно набираясь опыта в написании скриптов и прочих приколюхах. Но что важно для нас, как игроков, которые хотят в это поиграть, так это вопрос, зачем вообще в это играть. И здесь все очень индивидуально. Кто-то хочет поглазеть на воссозданные по большой игре анимации, кто-то поглазеть на устройство мода, а кто-то вместе со мной просто любуется увлеченностью фаната, пробует самостоятельно и рассказывает другим о этой работе. Проще говоря, смысла нет, придумай сам. Причиной популярности данного мода послужила его уникальность для индустрии моддинга. Не каждый день мы можем увидеть, как энтузиаст пробует совместить 2 игры, которые при симбиозе давали бы больше возможностей, и самую малость нового игрового опыта. Поэтому про мод и заговорили. Местами даже слишком громко заговорили. Зачем это консольное убожество, когда уже совсем скоро появится мод для GTA San Andreas? И именно весь этот оверхайп и принес моду еще до его выхода аудиторию ждунов, коим я, собственно, и являюсь. Так, все, ликбез по этому моду я закончил, теперь перейдем наконец к обзору. Запуская игру с этой модификацией и попадая в менюшку мода, мы видим несколько вкладок. Это настройки, включение-отключение мода, интерфейса и музыки на фоне, вкладка с картой, где указаны побочки и рюкзаки, вкладка с костюмами и их модификациями, ветка со скиллами, которую нельзя прокачивать, описание персонажей, мув-лист и клавиши, что к ним привязаны, а также вкладка со статистикой. Справа сверху мы можем увидеть, что игра начинается с 30 уровня. На данном этапе нам еще недоступны все костюмы. Для их разблокировки мы должны выполнять побочки, собирать рюкзаки, здесь их всего 10, этими действиями повышая уровень. Кстати, о побочках. Бандитское убежище — это единственная разработанная автором миссия, которую вы можете перепроходить разными способами, бесконечное количество раз. И единственная эта миссия потому, что на ее разработку, то есть как минимум продумывание, скриптинг и маппинг, уходит слишком много времени. Но все же хорошо, что эта побочка не единственная, и вместе с ней уживаются уличные преступления и сражения с волнами врагов. Уличные преступления представляют из себя помощь в простенькой полицейской погоне за автомобилем, с еще более простеньким QTE элементом при остановке. А сражение с волнами врагов — это сражение с волнами врагов. Здесь вы можете протестировать все нововведения в боевку, то есть уклонения, специальные атаки, комбо-удары. Интересно ли в это играть? Да нет, если честно. Просто побаловаться, да и на этом все. Но что интересно в этой боевке, так это имеющийся у нас арсенал гаджетов. Все виды паутины мы можем комбинировать между собой. Например, поднимая гравитационной миной в воздух противника, мы можем откинуть его на стену импактной паутиной, где враг и зафиксируется. В стелсе мы можем использовать паутину-ловушку, в открытом бою вообще всю паутину, начиная с отталкивающей и вплоть до электрической. Кстати, в бою особенно выручают дроны, но и про паутинную бомбу забывать не стоит. Очень хорошо работает на небольшом скоплении народа рядом друг с другом. Именно благодаря всем этим гаджетам весь геймплей, включая этот простенький стелс и боевку, становится куда разнообразнее и интереснее. Казалось бы, чему тут удивляться, если в оригинальной игре было все точно так же. Но понимаете, искусственный интеллект в GTA San Andreas, физика, да и клавиатурное управление, все это, мягко говоря, не способствует получению того самого игрового опыта из оригинала. Но автор смог где-то упростить формулу, где-то доработать, и в итоге я все-таки чувствую себя Человеком-пауком. Хоть с небольшими оговорками, но все-таки я Человек-паук в GTA San Andreas. Звучит, конечно, странновато. Но вот полеты практически никак не изменились. Добавился красивый заворот за угол здания, а также дополнительные режимы полетов стали работать адекватно. Например, если мы подробим вот этот вот пунктик, то полеты в этом режиме обретают всегда одну и ту же задуманную автором скорость проигрыша анимации. И именно поэтому они смотрятся шустро и приятно.
но более физичный, в кавычках, результат вы все равно получите только от стандартного режима. А да, заворот за угол здания. Как я и говорил в одном из прошлых видео, его действительно не хватало, и он действительно добавляет еще чуточку динамики в полеты. Избивая врагов или NPC, вы заполняете шкалу приема, которые здесь, точно так же как и гаджеты, копируют подобные из оригинала. Самые интересные из них это отвлекающие голограммы, круговые атаки и пониженная гравитация. Поскольку это многими любимая часть GTA, вам наверняка интересно узнать о возможности прохождения игры совместно с этим модом. И я спешу вас обрадовать, пройдя игру с этим модом, вы не только получите новый игровой опыт, но еще и знатно запотеете. Короче, залетаю я к райдеру, а он мне давай темки задвигать. Типа на военку надо доехать, залутать пару ящиков и валить. Дело не пыльное, да и денег нафармить можно. Майлз соглашается, прыгаем в фургончик, добираемся до порта ЛС, выкупаем, как проникнуть на территорию, и вот здесь начинается геймплей. Перепрыгиваем через забор, ломая электрощиток, райдер проезжает на территорию, паркуется, и мы начинаем грузить ящики. Но будь все так просто, я бы не начал рассказывать вам о прохождении. Ну или все-таки начал. Мешать грузить ящики нам начинают местные вояки. А поскольку у нас нет ничего кроме паутины, да и стрелять из ППшек паук не умеет, то начинаются мутки с гаджетами. Ну и самое главное, конечно же. Догружаем ящики и драпаем. Отбиваемся от погони, залетаем во дворик и прощаемся с нашими хоумис. Может это все... чуть не забыл. Может это все выглядит не так эпично и интересно, но играется, по моему мнению, даже интереснее, чем в оригинальном виде. Установка. А чтобы заполучить это чудо на свою пекарню, нам для начала надо перейти по ссылочке в описании, ну или по ссылке с Discord канала разработчиков, загрузить себе на ПК архив серверов Меги, после открыть архив и из вложенной папки копируем все файлы в свою папку с чистой GTA SA. И самое главное, наслаждайтесь. Ну а если вам не хватает блеска на костюмах, то скачиваем фикс карты нормали по ссылке в описании, открываем архив и вот эти три папки кидаем в папку с названием ModLoader. Из прям вот багов я могу выделить только то, что у меня не работали отскоки от столбов, от земли, паук не прыгал с разгона и не выполнял трюков в полете. А что самое обидное, я не смог затестить приемы с накоплением шкалы паучка. Я потратил 3 с лишним часа своей жизни, чтобы понять, почему у меня ничего из этого не работало. Ничего не понял. Перепробовав абсолютно все варианты, от смены управления на стандартное и совсем нестандартное, ставя Silent патчи от фанатов, бинди управления на геймпад, и под конец уже, протестировав спиток другой сборок GTA-шки, я просто сдался. Поэтому, если вы разобрались, в чем была проблема, то я с нетерпением жду вашего ответа в комментариях. И мне поможете узнать о решении, и ребятам, которые посмотрели этот ролик, и у них тоже была такая проблема, вы тоже окажете хелпу. Спасибо. Ну и не могу вас не поблагодарить за напоминание о выходе мода в первый же день. Мне человек 5 в комментариях указали, что вот пора уже садиться и начинать делать видос. Поэтому спасибо, ребят. Люблю, ценю и уважаю. Ну а если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, то напиши самый интересный комментарий. И лучший, а может даже лучшие, попадут в следующее видео. Итоги. Плюсы. Это паук в GTA San Andreas. В игру приятно заходить и просто полетать. Добавлены погони, добавлены стелс-миссии, новая боевая система, новый худ, добавлены гаджеты, добавлены приемы костюмов. Минусы. Общая топорность, небольшая забагованность, по-прежнему небольшой гемор с установкой. Некоторые по-любому сейчас хотят зайти в комментарии и написать о том, что это не играбельно, кому этот мод вообще нужен. И во-первых, я знаю, и я все это уже объяснил, а во-вторых, это фанатский проект для игры, основанный на движке 20 с чем-то летней давности. Адекватного игрового процесса можно будет добиться, лишь проведя за игрой уж точно не 1000 часов. И даже тогда результат, который будет хоть отдаленно будет похож на то, что было в Marvel's Пауке 2018 года, да что там, даже в Пауке из The Movie, добиться будет невозможно. Поэтому, глядя на проделанную командой J16D работу, я радуюсь тому, что есть настолько амбициозные люди, у которых очень большое будущее, если, конечно, они найдут правильное применение своим навыкам. А пока что я могу только наблюдать за молодыми и позитивными и рассказывать о их успехах и достижениях вам. Спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, то оформи подписку и не забывай про колокольчик. А также жду твой наитеплейший, наинтереснейший, самый лучший, сочный комментарий, на который я с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Ну а еще на основе этого мода уже разрабатываются подобные проекты.